Всем привет, меня зовут Веруша. С 1 февраля 2026 года увеличилось пособие «Материнский капитал». Об этом я чуть-чуть сегодня поговорю, а также затрону очень важную тему, то, что средний класс сейчас не хочет рожать и создавать семьи. С одной стороны, люди говорят о том, что это разве наша проблема? Это не наша проблема, мы там сами со своей жизнью разберемся. И материнский капитал, он как раз для этого и был создан, для стимуляции того, чтобы люди как раз рожали, чтобы в их семьях появлялись дети, и стартовал материнский капитал в 2007 году с 250 тысяч на ребенка, а сейчас достигает больше 900 тысяч, если мы говорим про второго ребенка. Кстати, за третьего ребенка недавно предложили доплачивать 2,6 миллиона рублей. Котировки взлетели. Но я недавно наткнулась на статью, где говорилось о том, что причина и вина тому, что люди сейчас не хотят, боятся даже где-то создавать семью с детьми, это погоня за успешным успехом. Многие люди сейчас отодвигают рождение детей, потому что есть какие-то определенные планы стать успешным. Люди как раз и говорят о том, что если в этом проблема, но почему же тогда из каждого утюга об этом мы постоянно слышим, что ты должен быть успешным, ты должен быть успешней у кого-то, тогда, наверное, эту программу нужно выключить. Но все ли так на самом деле? Только проблема именно в этом? Или все-таки на ситуацию нужно смотреть глубже, и проблем в этом вопросе больше? Сегодня об этом я и поговорю, а также и самое главное, я скажу о том, что люди-то сами думают. В первую очередь нужно сказать, что же такое средний класс. Аристотель считал, что социальная пирамида должна выглядеть так: 5% богатых, 15% бедных, а 80% средний класс. Вообще считается, чем лучше обстоят дела у среднего класса, тем успешнее экономика. В России сейчас по статистике где-то 25%, и то он уже снижается. То есть средний класс, он беднеет. Средний класс считается более восприимчивый ко всему новому. Это самый главный потребитель и двигатель спроса. На самом деле, какое-то количество людей мечтает стать богатыми. Но в целом, если говорить объективно, то многие как раз просто хотят перебраться в средний класс, жить в достатке, чтобы им всего хватало, и не надо им там золотых, я извиняюсь, унитазов. Как понять, к какому классу ты относишься? Считается, что средний класс в России — это если зарплата от 120 тысяч. Но мне кажется, что это уже староватые данные. Все-таки должна быть уже сумма больше, чтобы находиться в этом среднем классе и себя спокойненько ощущать. А по регионам вообще считается где-то 60-80 тысяч, но мне тоже кажется, что данные по этому вопросу устарели. Эксперты считают, что не рожают детей, потому что сейчас хотят строить карьеру, путешествуют нон-стопом, и вообще им сейчас не до детей, потом когда-нибудь. На что люди говорят: конечно, все же летают бизнес-джетами уже. В Эмираты летают каждую неделю. Но все обстоит несколько иначе. Обычные люди говорят о том, что копят на первый взнос на квартиру. Люди говорят о том, что это не жадность, это не страх, который хотят сейчас приплести людям. Это элементарная объективная оценка ситуации. Люди и боятся за будущее, оно стало нестабильно, люди не понимают, что будет дальше, они не знают, смогут ли они дать хорошее будущее ребенку. Мужчины говорят, что сейчас сложно найти нормальную женщину. Женщины говорят, что сложно найти мужчину для семьи. Что происходит? Причина не с кем. И раньше все как-то было попроще. Люди знали, что они отучатся, они встретят свою любовь, у них будут обязательно дети, и еще они могут прожить всю жизнь вместе, не думая о разводе.
Сейчас сама идеология такая не очень семейная получается. И как раз из каждого утюга мы слышим о том, что сейчас живи для себя, наслаждайся. Вот, поэтому, собственно, и свободы выбора, проблем действительно много. Я к теме материнского капитала. Так что же произошло? Произошло то, что с 1 февраля 2026 года произошла индексация. Теперь около 729 тысяч получат при рождении первого ребенка, около 963 тысячи получат те, кто не обращался по первому ребенку, и около 234 тысяч доплата на второго ребенка. Детский капитал, кстати, продлили до 2030 года. Вообще многие страны сейчас чувствуют острый демографический кризис. Самое критическое в этом отношении — это Южная Корея, и многие, конечно, что начали делать? Это финансово стимулировать граждан. Вы знаете, когда я читала, как все происходит в Эмиратах, мне, конечно, очень захотелось там родиться, потому что вообще гражданину там дается земля. До рождения ребенка родители могут взять под какой-то там небольшой процент что-то, а впоследствии, когда ребенок родится, все это погасится. А также, когда ребенок растет, у него копится его личный капитал. Я там посчитала, это порядка 17 миллионов уходит уже к совершеннолетию. Вот. Но говорится о том, что вот это мне очень понравилось, что 15% граждан Эмиратов Арабских, они даже не пользуются всеми привилегиями, потому что им и так хватает своих средств. Классно, что скажешь? В Южной Корее там интересно, что есть отдельно в регионах свои какие-то установленные правила. В одном из регионов платят, во-первых, за женитьбу, за то, чтобы люди поженились. Вот тут мне сразу пришло на ум, что скоро наших мужчин будут упрашивать жениться за деньги. А еще платят очень хорошую сумму, там порядка тоже 15-16 миллионов уже за рождение ребенка непосредственно. То есть стимуляция, в общем-то, очень хорошая. Также, если более 3 детей, то дарит автомобиль. Вот так, как в поле чудес. Получается, это вот эта гонка за успешным успехом. Люди некоторые всю жизнь гонятся и не успевают так ощутить вкус жизни и вообще почувствовать вот это состояние счастья, потому что все как будто в будущем. Я достигну, у меня потом это будет, и так вот в гонке жизнь может пробежать. А с другой стороны, сейчас не так часто говорится о том, что счастье может заключаться в обычных вещах, в том, что рядом с тобой есть близкие люди, есть любимый человек, ты здоров, ты элементарно жив и можешь наслаждаться просто этой жизнью. Но нам постоянно говорят об этом успешном успехе, за которым мы все должны обязательно гнаться. И людей уже считает по тому, что ты достиг и чего ты не достиг. От этого ты можешь говорить, хороший это человек, классный или не классный. Помните, что дети — это цветы жизни. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже завтра в новом видео. До встречи. Пока.